Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на любовь и отношения на осень для знака зодиака Рак. У нас расклад будет из 3 вариантов. Первый для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. По цифре 2 у нас для тех, кто в поиске любви. По цифре 3 у нас будет расклад для тех, кто поссорился, расстался. Мы посмотрим, что ждет эти ваши отношения, есть ли шанс к ним вернуться. Ну и совет спросим, нужно ли это делать. Хорошо, давайте начнем с первого варианта. Посмотрим, что ожидает раков в любви и в отношениях осенью для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. Что у вас будет происходить этой осенью? Что у вас происходит сейчас? Что ждет вашу любовь, ваши отношения этой осенью? Давайте получим еще для вас совет. Так, на дне колоды у нас Солнце. Так, сейчас или нормально. Для тех раков, кто в отношениях или в браке. Тут у вас какой-то выбор. Прошу прощения за шум. У нас здесь рядом стройка. Здесь у вас какой-то выбор, перемены. Тут то ли переезд, то ли у вас расставание. Так, что нам скажет Ленорман? Да, смотрите, у кого-то здесь сомнения, переживания, или ехать, не ехать, переезжать, не переезжать, или же получится, не получится. Смерть и колесница могут говорить о переезде там, где вы живете, а может быть, это переезд куда-то далеко. Может быть, шестерка говорит о переезде, как в совет, да, вот меняйте свою жизнь, меняйте, может быть, отношения, может быть, меняйте ваше местоположение. То есть, как бы она говорит, готовьтесь к переменам и постарайтесь вот даже по смерти им не сопротивляться. Может быть, кто-то куда-то переезжает, вот королева мечей, это получение разрешительных документов. Это может быть виза, приглашение на работу, может быть, это другая страна. Вы будете очень счастливы, может быть, вы давно об этом мечтали. Это может быть поездка с целью заработка, ну, куда-то в благополучную страну. Да, как совет, она говорит, дорога у вас состоится в эти 3 месяца. У кого-то здесь сомнения, оставаться, не оставаться в этих отношениях. Здесь может быть у вас уже новая любовь. Но двойка — это нерешительность, это колебание. И здесь карта говорит, слушайте свое сердце, если понимаете, что вот этот человек, который вошел в вашу жизнь, это ваш человек, то значит нужно будет готовиться к расставанию. Здесь может быть и разрыв отношений, а вот для кого-то может быть разрыв брака. Тогда королева мечей может показывать судью или адвоката, может быть, здесь будет бумаги о разводе, или может быть дети есть. То есть ну, что-то нужно будет оформлять официально. Это именно перемены в вашей личной жизни. Но здесь на дне колоды ложится Солнце. У кого-то, может быть, перемены, связанные с беременностью. Тогда королева мечей показывает врача. Может быть, это врач будет мужчина. Неважно, какую королевы показывают. То есть вот башня — это может быть больница или клиника. Откуда придет известие о беременности? Ну, паш кубков — это может быть новости о малыше. Также здесь может быть расставание с одним партнером или партнершей и предложение или получение предложения о том, что человек делает вам предложение руки и сердца, да, пожениться. Это подготовка к свадьбе. У кого-то здесь решается вопрос с недвижимостью. Здесь, может быть, для женщины будет сюрприз, как мужчина ей как подарок сделает. Но по
рыцарь Пентаклей тут или покупка мебели, бытовой техники, или нужно будет еще в эту недвижимость вложиться. Может быть, квартира без отделки или что-то еще поменять. Ну, то есть еще тратить деньги. Эта карта говорит о переезде. Так как у нас ложится в конце старший аркан Солнца, он говорит, будете ли вы здесь уходить из одних отношений в другие, или у вас здесь какие-то переезды. Но все это приведет вас к счастью, да, к благополучию. И вообще это карта исполнения желания. Она говорит, что из вашей жизни уходят все проблемы, все препятствия. Вы можете начать новое что-то. А что новое? Может быть, новую семью, новые отношения. Может быть, начать жить на новом месте. Но здесь именно разделить вот это счастье с близкими вам людьми. Ну, может быть, с вашей семьей. Да, вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас с вами расклад для тех, кто в поиске любви, для тех раков, кто ищет свою любовь. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы осенью, сентябрь, октябрь, ноябрь, влюбиться, встретить человека. Если карта покажет новую любовь, посмотрим, кто это, что ждать от этого человека. Так, что ждет раков осенью в любви, в отношениях для тех, кто в поиске. Ну, что у вас прямо вот сейчас на пороге? Ну, если вы только расстались, то вы еще страдаете, да, у вас еще разбито сердце из-за какого-то предательства. Но по колесу фортуны, очевидно, отношения были кармические. Тут они или вас чему-то учили, вы проходили опыт, получали какой-то кармический или отрабатывали какой-то кармический урок. Так, хорошо, что вас ждет в любви осенью? Ну что вас ждет? У вас любовь на пороге, но вам нужно вот эмоционально настроиться на то, что ну не все такие плохие. Вот тот человек, который вам нанес такие раны. Восьмерка и тройка мечей, да, наше сердце кровоточит. Мы переживаем какую-то потерю, предательство. Может быть, человек как-то нехорошо с вами поступил. Это может быть и женщина, конечно. А восьмерка это то, что у вас на пороге. Да? Эта карта говорит, когда мы эмоционально не доверяем противоположному полу, мы разочаровались в семейных, в любовных делах. Но у вас на пороге король кубков с чашей любви. Для женщин мужчины сами влюбятся. Но вот эта восьмерка может вас немножечко сдерживать. Так, сейчас я достану Ленорман. Давайте посмотрим Ленорман. Раки для тех, кто в поиске любви. Так, я надеюсь, вам видно. Здесь или человек откуда-то приедет, или вы куда-то поедете, познакомитесь, или это будет иностранец. Ну или иностранка, если меня мужчина смотрит. Здесь еще, знаете, может быть, вы с ребенком куда-то поедете, если у вас есть дети. Может быть, куда-то отдыхать, вы там можете познакомиться. Но также ребенку может показывать нового человека, который войдет в вашу жизнь. Так, ну, тут карта говорит, вы должны просто вот излечить свое раненое сердце и понять, ну не все такие плохие. И постараться к этому человеку повернуться лицом. Так, совет. Я говорю, тут или человек иностранец, или знакомство в дороге. Но здесь начало новых страстных отношений.
Это может быть представитель огненной стихии, но так как у нас еще король здесь лег кубков, ну король кубков просто показывает влюбленного мужчину. Противостоять этому рыцарю очень тяжело. Он очень сексуальный, активный. Ну вообще он видит цель, не видит препятствий. Карта обещает вам именно жаркие сексуальные отношения. Ну а по королю кубков здесь будет и чувство. Еще у нас королева жезлов на дне и королева пентаклей. Здесь может быть поездка с подругами, потому что вот шестерка это что-то из прошлого, какие-то друзья, может быть. Может быть, вы куда-то отправитесь в поездку и там познакомитесь. Ну, или может быть знакомство через интернет. Но в любом случае карта вам предвещает новую любовь. Да, вот такой у нас получился второй. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для тех раков, кто в ссоре, кто расстался. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы помириться, восстановить эти отношения. Также посмотрим совет, что нам скажут карты. Может быть, карты скажут, что не нужен вам этот человек. Может быть, у вас на пороге новая любовь. Что ожидает раков в любви, в отношениях осенью для тех, кто в ссоре или кто расстался. Что у вас сейчас? Здесь преобладают карты матери. Может быть, у вас сейчас обнуление жизни, да? Вы занимаетесь полностью детьми, выполняете свои функции матери. Так, давайте посмотрим, что вас ждет. Пока не очень понимаю. Так, теперь ложится ваша карта, если мне женщина смотрит. Здесь вам нужно собрать все силы в кулак и менять свою жизнь. Здесь может быть, конечно, королева жезлов и соперницу показывают для женщин, которая внесла раздрай в вашу жизнь. Так, сейчас что мне покажет Ленорман? Так, ну здесь конфликты и ссоры привели к тому, что отношения закончились по гробу. Отношения или брак из-за того, что появилась соперница. Скорее всего, вот эта королева жезлов и внесла раздрай в ваши отношения, из-за чего вы расстались. Может быть, даже здесь разрушение брака. Здесь вам карты говорят, уходите от всех этих передряг. Да, по силе справьтесь вот с этой болью, с этой сложной жизненной ситуацией. Вообще у нас сила — это карта мудрости, это наша внутренняя сила. И вам нужно справиться вот с этой агрессией, гневом, которую вы, может быть, чувствуете вот к этой сопернице, которая разрушила вашу любовь. Но мы должны понимать, что вот эти все испытания, они делают нас сильнее. И карта говорит, по силе вы справитесь. Это вот нам сейчас показывает, что вы переживаете в душе, и пока эта боль еще будет продолжаться. Но шестерка уже говорит, когда мы меняем свой настрой. Иногда мы даже по этой карте говорим, что Бог не делает, все к лучшему. Но также она вам несет перемены. Перемены и сила может показывать, что в вашу жизнь входит страсть, желание. Да, для мужчин, может быть, реально это новая дама. Давайте мы посмотрим. Так, совет для вас. Король жезлов. Очень похожий расклад, но для тех, кто в поиске любви. Здесь вообще, может быть, карта говорит, что вы расстались с человеком и подумываете о том, чтобы куда-то уехать.
Это может быть другой город, другая страна, или вас кто-то пригласит. Вот какой-то король жезлов. Может быть, конечно, это какой-то ваш родственник, а может быть, это новый любовный интерес. И вот по этим двум картам я скажу, здесь будет очень сильное притяжение, страсть, желание. Но королева кубков — это ваша карта, она может показывать, что вы влюбитесь. Здесь все, здесь все. Вот тут гроб сказал, что эти отношения закончились. Вот этот разлад, ссора, конфликт, расставание привели к тому, что, ну, это все из-за змеи, которая легла на вашем пути. Скорее всего, вот какую-то королеву жезлов показывают. Соперница. Здесь просто вам говорят: меняйтесь, и вот какая-то новая встреча. Или, как я сказала, вы можете куда-то уехать. Умеренность. Умеренность — это когда мы восстанавливаемся, мы в первую очередь восстанавливаем наши эмоции, потому что вот Луна — это может быть, когда эмоции зашкаливают, которые эти эмоции затмевают наш разум. То есть мы начинаем вот эту женщину, соперницу, ненавидеть. И это все разрушает нас изнутри. Вот этот гнев, а вы же не можете его вылить, он скапливается в вас. Почему вам говорят, вам нужно эмоционально восстановиться? Да, потеря. Ну, тут потеря. И, ну да, может быть, здесь развод или это разговор. И карта вам говорит: восстанавливайтесь. Восстанавливайте в первую очередь свой настрой, потому что у нас умеренность приходит после смерти. А смерть, когда это что-то у нас закончилось. И здесь вам нужно просто сейчас обратить внимание на себя. Может быть, вот карта говорит, куда-то съездите, или вообще переехайте, может быть, подальше, с глаз долой, или съездите, может быть, в какую-то поездку, в отпуск, или кому-то в гости. Да, вот такой у нас получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.